Доброго времени суток! Вы никогда не задумывались о том, что такое уровни поддержки и сопротивления в трейдинге? Большинство трейдеров даже не осознают силу этих уровней и как с их помощью можно заработать. А большинства трейдеров, я говорю 95% приходящих на рынок новичков, и также они уходят после своих потерь. В этом видео я вам расскажу, как определять уровни поддержки и сопротивления. Вы узнаете о том, почему так важны эти уровни, и самое главное, вы сможете с их помощью зарабатывать деньги. Это будет первый вводный урок по свинг-трейдингу. Я не буду вам рассказывать много воды по типу смарт мани, скальпинг и тому подобное. Я не осуждаю эти стратегии, и я не противник этой торговли. Я просто излагаю свой опыт и знания в торговле. То, что я нашел наиболее эффективное. Мой вид торговли подойдет любому человеку, а главное, вам не потребуется мониторить график целыми днями и ночами напролет. В торговле свинг-трейдинг есть множество нюансов, о которых я вам расскажу в последующих видео. А также мы рассмотрим на примере торговли, как использовать эти уровни. Но прежде чем начать, подпишитесь на канал авансом и давайте начинать. Итак, что такое уровни поддержки и сопротивления? Уровни поддержки и сопротивления – это ценовые области на графике, на которых цена когда-либо меняла свое направление. Данное место всегда привлекает трейдеров, потому что возле уровней очевидны места для постановки стоп-лоссов и входа в сделку. Также возле уровней всегда находятся лимитные ордера крупных покупателей или продавцов. Можно сказать, что уровень – это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной, в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями, или произошел сильный отскок цены. Умение правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления является одним из базовых навыков, которым должен обладать каждый трейдер. Уровни также являются основой для торговых стратегий и правильного соотношения риска к прибыли. Мы можем обозначить уровни поддержки и сопротивления как место на рынке, на котором трейдеры более охотно покупают или продают в зависимости от текущих рыночных условий. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление. Что из себя представляют уровни? Уровни поддержки – область на графике с потенциальной силой покупателей. Уровень сопротивления – область на графике с потенциальной силой продавцов. Когда цена пробивает уровень поддержки, поддержка становится сопротивлением, и наоборот. Если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой. На более высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления обретают большую силу. Важно обращать на характер движения цены от уровня. Если цена сразу же развернулась от уровня в противоположный тренд, значит данный уровень можно считать значительным. Если цена несколько раз тестирует определенную область, делая небольшой откат, скорее всего данный уровень будет впоследствии пробит. Свинг-зоны – это место возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение. Но как же все-таки проводить уровни на графике? Уровни поддержки и сопротивления – это не линии на графике, а области или зоны. Не нужно стараться их рисовать точно по теням или телам свечей. Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз. Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Не рисуйте слишком много уровней на графике. Старайтесь оставлять только главные и отбрасывать второстепенные. Если вы обнаружите, что тратите слишком много энергии на поиск уровней, вероятно, вы рисуете больше уровней, чем вам действительно нужно. С какого таймфрейма начинать определять уровни? Мой учитель меня учил: чем чище график, тем лучше понимание. Если вы откроете 15-минутный таймфрейм, то вы увидите хаос на графике, и ваши глаза будут разбегаться в разные стороны. Вам не нужна лишняя информация, то, что происходит на рынке. Важно помнить о том, что чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень. Уровни мы будем определять на однонедельном таймфрейме.
Этот таймфрейм наиболее комфортный для постановки уровня. На дневном таймфрейме мы будем искать реакцию от этих уровней. Я не буду вам сейчас рассказывать об этом много информации, так как вы можете не понять, о чем идет речь. В будущих уроках мы рассмотрим эти реакции рынка, а сейчас я вам расскажу вкратце. Реакцию рынка от уровня мы можем наблюдать разных типов. По типу пин-бар, свеча поглощения, материнская свеча, внутренний бар и додж. При постановке уровня вы должны в первую очередь ставить уровни наиболее очевидные. Это те уровни, которые вы видите сразу же. После вы рассматриваете более локально. Не пытайтесь сразу найти десятки уровней, как я говорил ранее. Ищите наиболее очевидные уровни. Если вы подпишетесь на мой телеграм-канал, я могу рассмотреть парочку ваших активов. На примере это будет выглядеть так. Сейчас я поставлю уровни и рассмотрим реакцию рынка от этих уровней. К примеру, мы возьмем Litecoin на однонедельном таймфрейме. Для того, чтобы легче определить уровни, нужно переключиться на линейный график. Так будет понятнее и яснее вся картина. Обратите внимание, что в первую очередь я отмечаю high и я отмечаю low. После я отмечаю самые очевидные уровни, на мой взгляд. Это будет уровень 280, будет уровень 228, уровень где-то 168, уровень примерно 129, уровень 100 и уровень 77. Если приглядеться, мы можем заметить то, что цена ходит от уровня к уровню. А после пробоя очередного уровня она делает ретест. Давайте рассмотрим более локально на эти уровни. На недельном таймфрейме у нас произошел рост от $45 до 77. И здесь сформировался пин-бар, о котором я говорил. Если рассмотреть структуру этого пин-бара, то по коррекции Фибоначчи мы могли заметить то, что мы могли бы зайти в сделку по одному ордеру. Первый ваш take profit был бы на уровне 1.618 по Фибоначчи. Это была бы потенциальная прибыль в 14%. Если продолжать рассматривать недельный таймфрейм, то мы увидели, как определили здесь уровень поддержки. Если открыть Фибоначчи, то также у нас бы захватился всего один ордер на покупку. Первый take profit у вас бы был на уровне 1.618. Стоп-лосс вы бы, скорее всего, поставили в безубыток. Либо вы бы могли продолжать держать эту сделку. Все зависит от того, как вы относитесь к тому, чтобы потерять деньги. И потенциально могли бы заработать намного больше. После данного роста мы можем увидеть, что цена уперлась в уровень $100. И здесь сформировался пин-бар. Также, если натянуть Фибоначчи, у нас бы захватилось всего 3 ордера на продажу. Стоп-лосс вы бы размещали за предыдущий пин-бар. Потенциально ваши бы потери могли составить примерно 9%. Но вы должны учитывать то, что эта торговля не подразумевает то, что вы можете заходить в сделку с 20, 30, 50 плечом. Если открыть дневной таймфрейм, то мы можем увидеть, что от этих уровней были ложные пробои. Обратите внимание, что цена несколько раз подходила в эту зону. Поэтому мы и называем, что уровни — это зоны поддержек и сопротивления. Мы можем открыть любой другой график, и вы увидите, что у меня выставлены уровни, от которых я жду определенных сетапов. Где-то их много, где-то их мало.
но у каждого свое видение рынка.